Вот ты будешь. Ну, ужас. Привет, малыш. Привет. Так, у него передняя лапа в хлам. Просто в хламину. Лялечка, не бойся. Посмотрите, сколько мух. Ворон сидит в ожидании, походу. Все, не надо хвостиком. Да, маленький. Можно тебя потрогать, а? Ужас, сколько мух. Ты хочешь встать, да? Не получается. Это лапа передняя, Наташ. Передняя лапа. Фу, сколько мух. Вот. Это территория бывшего магазина «Сад-огород». А противоположная сторона. Здесь лежит вот эта собака. Ну, ужас. Вот, посмотрите. Его просто сжирают мухи. У него не действуют передние лапы. Вот они вот так вывернуты у него в обратную сторону. Его жрут мухи, у него дырка с той стороны морды. Вот здесь. Не могу я. И он здесь лежит не первый день, понимаете? И все это время здесь довольно многолюдная дорожка. Здесь ездят велосипеды, очень много людей гуляет вечером. Он кричит так, когда пытается перевернуться. Да невозможно вообще смотреть даже. Он здесь лежит несколько дней точно и ждет своей смерти. Сегодня жара такая еще в Нальчике была. Мы не знаем даже, куда сейчас забрать его. Сейчас приедет сюда девушка, которую зовут Инесса. Она, в принципе, согласилась отвезти его к себе до утра, чтобы Леша завтра утром отвез его в Ставропольскую клинику. Но как его грузить? Как с этими мухами сейчас быть? Я вообще ничего не понимаю. Уже, может, нам спрей какой-то вот этот есть же, детский спрей от мух? В общем, я ничего не знаю. Я единственное, что вас прошу, мы его, это интересно, девочка или мальчик? Мальчик. Мы сейчас попытаемся его как-то, не знаю, фу, я вся сама уже в этих мухах, бедный, это ужас просто. Малыш. Здесь еще вороненок сидит со сломанным крылом. Это какое-то, я не знаю, что это за адское место. Посмотрите, вот это что? Не могу я успокоиться. Мы позвонили в Ставропольскую клинику, посмотри на него, места в стационаре есть, он очень красивый. Ну вот это выглядит вот так все, жутко просто, жутко. Мы не знаем, что нам делать сейчас. Конечно, он гниет. Видишь, у него опухшее там все. Посмотри. Вот он пытается встать. Посмотрите, как у него неестественно вывернута лапа вот эта. Вот что у него на лице. Там червяки. Так, ну мы расследуем место. У нас появились кое-какие предположения по характеру травм. Но это будет, естественно, все понятно в клинике. Сейчас мы осматриваем место. Здесь, получается, отпечатки колес. И вот так вот тут вот так вот сделаю, как будто бы волокли, трава примята. Вот сейчас мы пойдем. Пойдем. Блин, уже и темнеет. И след машин заканчивается прям, да, именно на том месте, где Наталья его нашла. О, там далеко, аж вон оттуда уходят эти. Так, мы пытаемся и мух отогнать, и водички дать, но что-то он как-то не реагирует. Он хочет, он не может. Не может, да? Может, из-за того, что вот эта вот челюсть у него внутри там все гниет. Чтобы надо капать. Да. Хотя бы этим рингером с глюкозой. Пытается?
Так, что, я время не теряю, звоню. Как лучше, отвезти или Аслану позвонить? Чтобы Вряд ли они выехал. его сейчас в клинику разрешат занести. Что, не знаю? Несса, он же тяжелый. Давайте на одеяло его положим и на одеяле понесем. Да, мне кажется, так лучше. Инесса, да... слушай, нас так много, а ты этот... Посмотри на нее. Он бедный. Он вообще никакой. Ни на что не реагирует. Ой, кошмар какой. Все, забрали парня. Поехали. Видишь, он пил. Сейчас пытается как-то лечь, у него обе лапы вот так, вообще перебитые полностью. Здесь раны вот такие вот, как будто через молотило какое-то. Вот это вот все тоже опарыши. Там тоже какие-то раны. Маленький. Он хороший. Вот тут дырка прям сквозная. Да, у него две лапы, не одна. Ну, если бы... Вон зубы видно. Идем, мой шлётки. Не бойся, не бойся. В общем, мы основное сбрили, что могли здесь, пока он переворачивается нам как надо. Вот. И под попой, я сейчас не знаю, свет даст? Вспышку включи. Да. В общем, содержу вот так были. Он весь в клещах, ближе к шее он весь в опарышах полностью. Клещи такие большие все на нем. То есть вон все это клещи прям снимают с это самое. Вот уже начались пораженные участки кожи. Ой, это все шевелится, боже, это все. Ой, плечо все. Стоически терпит. Ну, молодец. Принесла, надо легче становится. Дышит он херово. Вот, у него потом манчата. Это все опарыши. Это все шевелящееся, живое, то, что под кожу лезет. Так, парня всего побрили, весь в опарышах. 3 лапы сломаны, все лапы 1, 2, 3. И вот только та, которая поставлен катетер, это лапа целая. Состояние крайне тяжелое, крайне. Сейчас он чуть-чуть под миорелаксантом, для того, чтобы его искупать, чтобы ничего не чесалось. Опарыши даже вот тут вот между подушечками пальцев. Они вон до сих пор там еще где-то что-то видно. То есть все в опарышах. Бедный ребенок. Ну что, мы вот такие товарищи. Вытащили из клеточки для обработочек, да? А вот сейчас начинаются обработочки все. Чувствует он себя
относительно на обезболе неплохо, да? Скалом очень выше сегодня много опарышей. Скалам сегодня вышло очень много опарышей. Это значит, что в анальном отверстии там тоже много было ходов. А вот вопрос о том, что было ли это сквозные ходы, тут мы можем только отслеживать состояние. Утром не ел, отказывался, а сейчас вот девочки над ним танцы с бубнами устраивают, и мальчики, и это самое, из ручек, и из ножек, из всего, вот он начал интересоваться едой, но это так, совсем чуть-чуточку, это интерес, можно сказать. И сегодня опять у него доставали опарыши, все промыли вчера, и все равно доставали опарыши. А колоть Эверсек страшно, потому что это и так у него интоксикация, чтобы печень не посадить. Чуть-чуть лишь съел. Боятся сильно открытые переломы, поэтому его по-хорошему бы надо Обработать. Ага. Утром полностью все обработали. Ну вот, девочки говорят, что его нужно обрабатывать обязательно в дороге вечером, потому что реально там прям гноится и гной натекает. Вот, поэтому Алексею придется это все. С Богом в дорогу. Давай я открою. А эти таблетки уже все ты взял. Ага, ну все, сейчас. Ага. Хороший. Кто хороший? Он такой маленький. Маленький. Ты весь просто ты. Ты в мясорубке, что ли, побывал, я не понимаю. Просто все вот это все корки, это все раны. Вот эта лапа сломана. Вот тут открытые переломы. Из них сочится. Тут все в корках, тут в каких-то дырках. Я вообще не понимаю, где эта собака побывала. Ты где побывал? Маленький. Так красивые эти уши. Это очень красивая собака. Что-то снится ему.